Нахрена обучалка? Не снимай, не выкладывай. Всем привет! Сегодня такая интересная тема. Я получил очень много одинаковых комментариев по поводу «Разбери Amen Break». Пошарив в интернете, я не нашел урока на русском языке. Ну и подумала, почему бы нет. Ну что, давай разбираться. Для начала разберем, как он выглядит на нотах. Вы уже поняли, да, что писать ноты не моя сильная сторона. Ну, надеюсь, все понятно. Тот, кто знает ноты, поймет. А тот, кто не знает, ну, сорян, придется тебе снимать тогда, глядя на то, как я играю. У нас есть паттерн, состоящий из 4 тактов. Вот этот такт, он повторяется. Кое-что забыл. Ну, простите. В общем, здесь есть еще 16. Теперь все ок, я дорисовал то, что нужно. Я дорисовал вот эту 16-ю. Это 4 такта. Вот этот такт проигрывается 2 раза. Здесь начинается у нас самое интересное. Здесь практически все так же, как здесь, за отсутствием 16-й бочки. И малый барабан у нас съезжает на слабую долю в 4-й четверти. Ну а тут вообще трэш. Вот эта часть практически вырезанная отсюда. Но здесь мы имеем открытый хэт. Здесь мы вообще не имеем бочку на раз. У нас есть раз и та. Бочка. 2 бочки 16 на и та. Дальше малый барабан на месте. Играем нашу 16-ю во 2-й четверти, 16-ю в 3-й. Открываем хэт и снова сдвигаем малый барабан. И все по кругу. Я сейчас за кадром попробовал поиграть. Самое сложное для меня начать ритм, как ни странно, заново после вот этого малого барабана на 4 и. Ну давай разбираться. У меня за стенкой репетируют пацаны, музыканты. Я не знаю, слышно тебе или нет. Но ничего не попишешь. Придется слушать. Будем играть под их аккомпанемент. Сорян. Первые 2 такта одинаковы. Давай разберемся, из чего они, как они звучат. 8 нот в хэт, бочка на раз и малый на 2 и на последнюю 16-ю, которую, я не знаю, кто как считает, я считаю как та. То есть 2 и та, 2 и та, 2 и та. Кстати, здесь вот эти 16-е на малом барабане, они играются практически всегда как основной удар. Как мы обычно играем, ну, такие биты. С использованием госнот. Но здесь нет, здесь надо пробивать прям. В 3-й четверти мы имеем 2-ю 16-ю на малом барабане и 3-ю 4-ю на бочке. То есть 3-та и та, такой счет. Это 3-я четверть. 4-я четверть выглядит вот так вот. Имеем малый барабан на 4 и малый барабан на последнюю 16-ю. То есть на счет та. И звучит это так. Че и та. Че и та. Сыграем все целиком медленно. Раз и два. Еще разок. И еще разок. Тебе придется постараться, чтобы ускорить, потому что Amen Break, родной его темп примерно 130. Давай сюда сыграю, сюда будет даже удобнее. Очень много 16-х, которые играются как раз прям в противоход. То есть тебе нужно здесь делать удар вниз, а левая рука идет наверх. Поэтому я обычно такие биты, где нужно с большой амплитудой сыграть эти 16 ноты, играю либо в дополнительный малый барабан, либо правой рукой играю в райт. То есть в таком случае мне ничего не мешает. Поехали дальше. 3-й такт получается. То есть 2 одинаковых и пошел 3-й. Уже отличается он у нас тем, что у нас нету двойки на бочке. Хотя я видел несколько вариантов Amen Break, где бочка все-таки играется двойка. Но я не стал тебя мучить. Выбрал самый легкий вариант. С чего-то же нужно начинать. Сыграем
Третий такт. Медленно. У нас практически все то же самое, но в третьей четверти у нас нету 16-й на бочке, 4-й 16, а в четвертой четверти у нас малый барабан на слабую долю на 4 и. Так звучит третий такт. Для меня всегда было сложно играть рисунки, в которых нету счета раз. Прикинь. Здесь он есть, но когда ты его не обозначаешь бочкой, в этом для меня вся сложность. Надеюсь, я смогу. Первая четверть звучит так. Раз и та, раз и та. Двойку исполняем на бочке. Кто-то просил снять уроки по бочкам. Я небольшой специалист в игре по бочке. Какие-то легкие вещи смогу тебе показать. Вторая четверть, как в предыдущем такте. И третья такая же, за исключением того, что мы будем открывать хэт на 3 и. И в четвертой четверти мы опять играем 4. Сыграю медленно, все вместе. Раз, четыре. Самое сложное здесь не в этом. Отдельно играть каждый такт несложно. Сложно соединить третий и четвертый такт. Попробуем. Буду постепенно ускорять это дело, потому что медленно этот брейк, этот ритм не звучит вообще. Окей, чуть быстрее. Супер. Всегда замедляйся. Дело в том, что когда ты ускоряешься, ты просто тратишь время зря, понимаешь? Просто сыграй медленно. Убери из головы вот эту вот, скорей, вот эту скоропыжность. Убирай ее вообще. Она тебе не поможет. Ты просто потратишь кучу времени впустую. Ты разберешь его гораздо быстрее, если начнешь играть его очень медленно, понимаешь? Прям вот до такого. Смотрим на ноты, понимаем, что видим, и играем. Поехали чуть быстрее. Мне очень сложно его играть, поскольку я сам играю его первый раз в жизни. Но я научился понимать ноты. Я понимаю то, что я вижу, и понимаю, где я косячу. Попробую максимально быстро сыграть эти два такта. Пробую сыграть все вместе. Играю первый такт 2 раза, затем третий и четвертый. Поехали. Я не собираюсь его сейчас учить, чтобы он у меня звучал как где-то вы его слышали. А моя задача была разобрать, из чего он состоит, как он выглядит, как его играть по четвертям. То есть, что, зачем идет, где, как, что открывается. Надеюсь, был понятен в этот раз. Если было непонятно, напиши где. Давай, увидимся.